Всем привет! Меня зовут Юлия Гергель, и сегодня мы с вами поговорим про эллипсы. Эллипсы безумно важны для рисунка, они везде. Многие разнообразные формы природы, цветы, деревья, облака, фигуры людей и животных, а также предметы, созданные человеком, часто напоминают нам своей формой шар, круг, овал или эллипс. От эллипса можно бежать, но он все равно нас настигает. Поэтому так важно знать и понимать, во-первых, алгоритм построения эллипса, а во-вторых, корректно рисовать их как в природных формах, так и в формах, созданных человеком. Что еще очень важно сказать, что неверно изображенный эллипс всегда обращает на себя внимание и выдает начинающего художника. И чтобы такого не происходило и ваши работы были профессионально выполнены, а, я советую вам уделить время и научиться рисовать, наконец, эллипс. Что же такое эллипс? Словари определяют эллипс как овал, но есть очень большая разница и отличие овала от эллипса. Как нам известно по закону перспективы, все, что ближе к нам, больше, все, что дальше от нас, меньше. А что же такое эллипс? Эллипс — это круг в ракурсе или окружность в перспективном сокращении. Чувствуете? Перспективное сокращение. И на эллипс она оказывает очень большое влияние. Еще раз повторюсь, все, что ближе к нам, больше по закону перспективы, все, что дальше от нас, меньше. И суть эллипса именно в неравенстве больших и дальних полукружий, половинок. То есть они не равны. Давайте сейчас мы с вами построим эллипс. Я взяла обычную копировальную бумагу для печати. У меня это большой формат А3. Все упражнения я буду выполнять угольным карандашом. Советую вам тоже взять угольный карандаш, так как мы работаем в технике сухая пастель, то для наглядности, для прочувствования форм это будет очень полезно. Но все эти же упражнения можно выполнять обычным грифельным карандашом. Если будете брать грифельный, то советую все-таки использовать более мягкие 2B, 3B, 4B или комбинировать эти материалы. Давайте приступим. Итак, вот наш круг. Я буду рисовать от руки, без линейки. Тоже советую вам минимально пользоваться линейкой. Конечно, в каких-то работах, где мы хотим достоверно изобразить какие-то геометрические формы, здания, архитектуру, то, в принципе, линейка допустима. Но все равно вот этот навык рисования уверенных линий, как окружностей, скругленные формы, так и правильные линии, прямые, должен у вас быть обязательно. Поэтому при любой удобной возможности старайтесь этот навык прокачивать, тренировать и линейку не использовать. Ну и, соответственно, никаких лекал мы тоже использовать не будем. Итак, наш круг, да, для понимания, что мы сейчас будем делать, можно вписать в квадрат. Вот. Но, как я уже сказала, эллипс — это окружность в перспективном сокращении. То есть окружность без перспективного сокращения представляет собой круг, шар. В перспективном сокращении эта окружность превращается в эллипс. Сейчас я возьму абсолютно произвольные размеры. Моя главная задача — объяснить вам, как же правильно строится эллипс. Сейчас мы будем вписывать эллипс в квадрат, который находится в перспективном сокращении. Как мы знаем, что у квадрата все стороны равны. Что же происходит с ним при перспективном искажении? Вот представим линия горизонта наша. Линия горизонта у нас всегда находится на уровне глаз. Что это значит? Например, мы стоим и смотрим на море. У нас одна линия горизонта. Мы присели на корточки, и линия горизонта уменьшилась. То есть мы стали видеть морскую гладь узкой полоской. Если мы поднимемся на гору, то перед нами развернется огромная панорама и большая морская гладь, то есть уровень.
линии горизонта поднимается. Это очень важно помнить. В какой бы позе вы ни находились, лежа, сидя или на горе, с высоты птичьего полета, линия горизонта всегда находится на уровне наших глаз. Вот. А что значит перспектива? Все, что ближе, больше, все, что дальше, меньше. Соответственно, любой объект при близком расстоянии нам кажется большим, а на линии горизонта он превращается фактически в точку. То же самое происходит и с квадратом, и, соответственно, с другими объектами. Для начала, чтобы построить эллипс, нам нужно примерно определиться с его размерами. Размеры мы задаем, как я уже сказала, произвольно. Вот примерно для себя я намечаю, что здесь у меня будет эллипс. Далее, вот здесь мы с вами определились, у нас будет линия горизонта. Нам с вами нужно нарисовать квадрат в перспективном сокращении. Горизонтальные линии квадрата будут без искажения, а вертикальные линии попадут под оптическое искажение, то есть уменьшатся и будут слегка диагоналить к умозрительной точке схода. Но мы с вами для наглядности нарисовали линию горизонта и нарисовали точку схода. Соответственно, форма нашего квадрата, она приобрела вот такую вот. Нарисовали. Что мы делаем дальше? Мы проводим из углов диагональные оси и намечаем центральную вертикальную ось. Итак, проводим диагональные оси. И проводим центральную вертикальную ось. Вертикальная ось делит наш перспективный квадрат на две равные части. Вы можете для себя карандашиком замерить. Я попала, все верно. Далее, в точке пересечения трех осей проводим четвертую горизонтальную ось. Вот у нас раз ось диагональная, два ось диагональная, три ось вертикальная и 4 ось горизонтальная. При построении горизонтальная и вертикальная ось нам очень важна. Как правило, горизонтальная ось остается без изменений, а вертикальная ось показывает уровень раскрытия эллипса. То есть эллипс может быть раскрытый, и тогда мы будем видеть окружность. При перспективном искажении эллипс, то есть может быть более и менее раскрытый. То есть уровень раскрытости нам показывает именно вертикальная ось. Что еще важно запомнить? Малая ось и большая ось, они всегда перпендикулярны друг другу. Неважно, как вы будете рисовать эллипсы, под каким наклоном и углом, всегда есть большая ось и малая ось. Большая ось и малая ось. Большая ось и малая ось. И они всегда перпендикулярны друг другу. Это очень важное правило, и его нужно запомнить. Далее, сейчас я вам покажу, как правильно строить эллипс. Очень часто бывает так, что мы знаем вот эту нашу схему, да? Все, мы ее построили. А дальше мы просто берем и чертим эллипс. И у нас получаются различные искажения, и в итоге эллипсы получаются неправильные. Корректно строить эллипсы правильно от углов, то есть от большой и малой оси. Мы проводим вот такие вот дуги, легко, еле заметные. То есть они уже задают нам с вами форму эллипса. И дальше уже можно будет проводить, доводить эллипс и его достраивать. Чтобы проверить себя, есть такая проверочная подсказка. Мы с вами рисовали диагонали, потом делили ее вертикальной осью пополам. И вот у нас есть ближняя часть эллипса и дальняя часть эллипса, две его половинки. И чтобы нам проверить,
корректно мы изобразили окружность или нет, вот эту вот часть диагонали нужно поделить на 3 одинаковые части. То есть делите на глаз, берете карандашик и отмеряете. Верно или нет? У меня верно. То же самое делаете с этим кусочком вертикали. Раз, неверно. Смотрю. Вот сейчас верно. Те же действия мы делаем с дальней частью эллипса. То есть наметили примерно, на 3 части поделили и сняли замеры. И уже у нас с вами появилось 4 точки, и по этим точкам мы с вами проводим линию. Вот наш эллипс. Что еще очень важно помнить при изображении эллипсов? Любой рисунок — это не чертеж, и поэтому в процессе рисования нельзя допускать одинаковой силы нажим. Она должна варьироваться. Все, что ближе к нам, больше, соответственно, мы выделяем более жирной линии. Все, что дальше от нас по закону перспективы, меньше, соответственно, мы, если проводим аналогию с линией, линию ослабляем. Соответственно, и при рисовании эллипса переднюю часть мы рисуем с более интенсивным нажимом, нежели дальнюю часть. То есть переднюю часть мы всегда выделяем. Это очень важное правило. И возвращаемся к началу нашего разговора. Эллипс — это круг в ракурсе. Эллипс — это окружность в перспективном сокращении. Что же это значит на практике? А это значит, что ближние и дальние половинки эллипса, они не равны. Обратите внимание, мы с вами построили эллипс. Вот ближняя половинка эллипса, вот дальняя половинка эллипса. Если я сниму замер, то мы видим, что ближняя половинка, она больше. Вот чем эллипс в рисунке отличается от овала. Ну вот, например, овал, да. Если мы рисуем овал, как правило, в чертежах, то две его половинки равны. Вот они, две половинки равны. Здесь же закон перспективы, перспективное искажение, вот эти две половинки не равны. Вот такое построение. Изначально может показаться, что немножко сложновато, но, уверяю вас, все очень просто. Главное запомнить все те действия, весь тот алгоритм, который мы с вами только что прошли и изобразили. И тогда при рисовании эллипсов у вас не будет никаких сложностей возникать, а ваши эллипсы будут приобретать правильную форму. Какие же самые распространенные ошибки при рисовании эллипса? Давайте рассмотрим. Вот мы с вами нарисовали, и обратите внимание, наши углы, они скругленные. Да? Очень часто эллипс рисуют в виде рыбки или в виде глазика. Острые углы. Это недопустимо. Это очень частая ошибка, то есть эллипс в построении эллипса нет никогда никаких острых углов. Это окружность, да? Все ее линии дугообразные, окружные, плавные. Далее, бывает, что эллипс рисуют наоборот, не с острыми углами, а как бы с тупыми углами. Вот такими вот затупленными углами. Это тоже неправильно. То есть у эллипса такие углы перетекающие, они не такие тупые. И третья распространенная ошибка бывает, рисуют эллипсы, и вот здесь вот очень часто видно прямые линии, то есть линия практически прямая. То есть помним, что все у нас, все движения идут по дуге. По дуге обязательно. Итак, друзья, давайте еще раз вернемся с вами и поговорим про линию горизонта. Как же себя ведет эллипс, взаимодействуя, да, и подчиняясь закону перспективы. Линия горизонта на уровне глаз.
Я вот взяла скотч, вы можете взять какой-то любой стаканчик. Давайте для наглядности на примере стаканчика. Вот у него верхний эллипс, вот у него нижний эллипс. Если вы поднесете кружку на уровень глаз, то есть на линии горизонта, да, вот наш стаканчик находится, эллипс пропадает, мы видим прямую линию, то есть нет никаких перспективных искажений. Если наш стаканчик мы будем опускать ниже уровня глаз, то есть ниже линии горизонта, то мы начнем видеть раскрытие эллипса. И чем ниже мы будем смотреть на наш эллипс, тем больше у нас будет раскрытие. И в какой-то момент эллипс превратится в окружность, в круг. Видите? То же самое происходит, если мы смотрим на наш стакан, который находится выше линии горизонта. Эллипс также раскрывается. Сейчас мы с вами давайте сделаем такое упражнение, называется звездочка. Так, попробую здесь показать вам. Рисуем линию горизонта. Можно нарисовать такой плюсик. И мы с вами будем опускать наш эллипс. Вот линия горизонта. Ниже уровня линия горизонта и выше уровня линии горизонта. Я вам покажу просто принцип. Желательно, конечно, это упражнение сделать на большом листе бумаги, то есть посидеть, порисовать. Может быть, карандашом вам будет проще рисовать, чем угольком, но я для наглядности. И смотрите, да, это у нас будет, здесь у нас будет располагаться большая ось, то есть мы будем рисовать большие оси, поэтому вот эти две половинки у нас должны быть примерно одинаковые. Посмотрите сразу, замерьте для себя. Так, итак, рисуем наш эллипс на линии горизонта. Как мы с вами уже убедились на стаканчике, если мы смотрим, и наш эллипс находится на уровне наших глаз, то раскрытия у него нет. Мы видим лишь полоску. Как только эллипс опускается хоть чуть-чуть ниже линии горизонта, мы начинаем видеть его раскрытие. И как мы с вами уже помним из схемы, ближняя часть к нам, она больше, дальняя часть от нас, она меньше. То есть не обязательно каждый раз простраивать такую схему, но ее нужно обязательно держать в голове. Если мы строим какие-то большие объекты, или у нас закрались какие-то сомнения, то мы всегда знаем, как проверить. Ближняя половинка больше, дальняя меньше. Углы обязательно не могут быть ни острые, ни тупые. Они вот такие плавные, плавно переходящие. Как нам это проверить, корректно мы построили эллипс или нет? Мы делим нашу диагональ на 3 части. В ближней стороне и в дальней стороне. И что мы еще помним? Большая ось и малая ось находятся перпендикулярно друг к другу. Неважно, в каком повороте, развороте у нас эллипс, да, то есть абсолютно без разницы, эти линии, большая ось и малая ось, всегда находятся перпендикулярно друг другу. То есть вот такой вот плюсик, да, они перпендикулярны. Обязательно это надо держать в голове. А дальше все, зная все это, и помните, как мы с вами простраивали, мы начинаем от руки простраивать, уточнять и делать наши эллипсы. Помня в голове вот эти вот все ошибки, да. Даже здесь, несмотря на очень маленькое раскрытие, то есть нет у меня вот таких вот ошибок, контролируйте себя обязательно. И чем ниже, да, мы смотрим на наш эллипс, то есть чем ниже эллипс линии горизонта, тем его раскрытие будет больше. Вот это нужно обязательно показывать. Ну, наверное, тут я слегка сильно дала.
И вот такие вот упражнения, вот таких вот эллипсов можно рисовать до 10-15 штук, чтобы довести эти движения до автоматизма обязательно. И опять-таки мы помним, то, что ближе к нам, мы выделяем более жирной линией, то, что дальше от нас, мы рисуем более тонкой линией. То, что дальше от нас, мы рисуем более тонкой линией. И вот таким вот образом мы с вами постепенно раскрытие нашего эллипса увеличиваем. То есть, видите, я не простраиваю, я не рисую квадрат в перспективном, да, сокращении. Хотя в целом, вот, пожалуйста, вот можно наш квадратик, да, нарисовать. Вот он будет, наш квадрат. То есть эллипс вписывается в квадрат в перспективном искажении, да? Но, зная вот эту схему построения, я достаточно быстро и корректно могу нарисовать эллипс. Давайте еще последний нарисуем эллипс. Достаточно такой с большим раскрытием. Даже вот так вот лишку дала. И я всегда, да, все, что ближе ко мне, даже при рисовании, при наброске, при конструктивном построении, перед тем, как мы накладываем цвет, да, пигмент пастели, для себя помните все эти правила. То же самое и при выделении цветом, да, все, что ближе к нам, более яркое, контрастное, все, что дальше от нас, оно менее яркое, менее контрастное. Поэтому все идет от рисунка. Эта схема нам нужна для того, чтобы понять, что даже вот на примере стаканчика, вот он один эллипс у нас, но у него еще есть дно, есть нижний эллипс, да, и эллипс в нижней части раскрывается больше, чем эллипс в верхней части. То есть, если мы сейчас нарисуем этот стаканчик, ну, он идет вот так вот по, давайте, вот так вот, да, например. Конечно же, основание, эллипс в основании у него будет меньше, но раскрытие этого маленького эллипса, оно будет больше. И очень частая ошибка как начинающих, так и людей, продолжающих заниматься творчеством, выглядит следующим образом. Очень большая ошибка людей — это путаница именно с раскрытием эллипса. То есть нету понимания, вроде уже эллипс научились правильно рисовать, а бывает вот такая путаница возникает. Я думаю, что вы часто видели, например, рисуют стаканчик, вот здесь есть раскрытие, здесь просто, то есть здесь нет раскрытия. Видите? Неправильно. Или стаканчик, например, с раскрытием, а дальше раскрытие идет чуть ли не в шарик превращается. То есть опять, видите, чувствуете, что форма что-то с ней не так, не может так резко. То есть если это же у нас не длинная труба, не длинный какой-то цилиндр, это у нас в принципе небольшой стаканчик. И раскрытие эллипсов происходит в форме тоже постепенно. Чтобы это понять, нужно вот такие вот сделать такое упражнение звездочка. Что значит? Вот мы сейчас я вам еще покажу. И для себя порисовать эти эллипсы. Дальше на практике мы с вами будем учиться и в формах их прям отрабатывать, искать. Но на начальном этапе я советую все-таки потратить на это упражнение время и отрисовать вот эти эллипсы. То же самое мы делаем с вами, когда идем вверх, да, то есть выше уровня горизонта эллипс раскрывается, но раскрывается в обратную сторону. Что это значит? Давайте сейчас я быстренько намечу. Эллипс в обратную сторону, то есть наоборот. То есть он-то вот так вот было вот такое раскрытие, а теперь раскрытие наоборот. И здесь опять-таки происходит очень большая путаница. Сейчас я нарисую еще один эллипс, чтобы вы поняли, о чем я говорю и где какие путаницы возникают.
А возникает путаница в том, что люди начинают путаться и не понимать, какая часть к нам ближе, а какая часть эллипса дальше. То есть, чтобы научиться и раз и навсегда запомнить, я вам расскажу такой детский прием, как мы с детьми это запоминаем. Когда эллипс ниже уровня глаз и ниже линии горизонта, он как бы улыбается. Давайте я покажу. Посмотрите, да? То есть чем больше его раскрытие эллипса, тем он больше улыбается. Такой с детьми мы, как правило, когда разбираем, дети говорят, что это такой смайлик. Эллипс раскрывается на нас, и он улыбается. Взрослым такое сравнение тоже очень понравилось, поэтому, собственно говоря, я вам его и рассказываю. Так проще запомнить. А когда эллипс находится выше линии горизонта, он начинает у нас грустить. И, соответственно, его вот эта вот улыбка, она становится вот такая вот грустная. И чем больше раскрытие, да, ну то есть вверху, вот здесь вот, да, например, чем больше, ну, вы потом дома обязательно простройте, то есть делаем вот такие вот горизонтальную, вертикальную линию, да, и туда дальше обязательно простройте. Но сам факт, да, то есть он даже вот он прям совсем такой вот очень-очень грустит. То есть запомнили, все, что ниже линии горизонта, оно улыбается. Все, что выше линии горизонта, оно начинает грустить. Смайлику уже грустно. И, соответственно, улыбка, да, вот эта сторона, она ближе к нам. И, соответственно, мы ее больше выделяем. То есть мы с вами говорили, да, что любой рисунок это не чертеж. Даже линия, она должна быть живописной, потому что даже пастель находится на грани между графики и живописью. И наши работы могут быть как очень графичны, с минимум цвета, с упором на линию, на штрих, так и очень живописны. То есть работа больше с цветом, с пятном. Вот. И если можем, конечно, миксовать и живопись, и графику. И чтобы это было профессионально и красиво, нам нужно все эти законы знать. И даже при рисовании стаканчиков в такой графичной манере мы должны с вами линии, зная закон перспективы, делать живой, пластичной. Все, что ближе к нам, выделять больше, все, что дальше от нас, уводить в пространство, уводить в такую тонкую, изящную, еле заметную линию. И, соответственно, вот стаканчик выше линии горизонта, все, он загрустил. Но эта линия, к чему все это было про смайлик, эта линия ближе к нам. Та линия от нас дальше. Эта линия ближе к нам. Та линия от нас дальше. То есть вот обязательно простройте. Соответственно, обе стороны, они не равны. Да? Вот эта сторона больше, так как она ближе к нам. Вот эта вот сторона недовольная ближе к нам, а та сторона меньше. То же самое у нас происходит с вами и по горизонтали, да, то есть если наш стаканчик лежит, то на уровне глаз мы видим его одной линии, да, эллипс. Как только этот стаканчик уходит немножечко в ракурс вправо или влево, то есть он начинает раскрываться. И чем дальше он от нас уходит, тем раскрытие больше. Здесь то же самое, та же аналогия. Ну, давайте простроим эллипсы. Вот наш эллипс. И, соответственно, здесь уже немножко сложнее. Здесь смайлики нам уже не помогут. Здесь просто нужно запомнить или придумать для себя какую-то аналогию. То есть вот, да, раскрытие. Мы начертили две перпендикулярные линии. И ближняя сторона у нас вот эта вот. Вот эта вот ближняя сторона всегда у нас идет. Вот она. Видите? Вот так вот, если посмотреть, вот это ближе к нам, вот это дальше. Вот. И, соответственно, чем дальше наш эллипс, тем его раскрытие больше. Ну, я так уже тут условно примерно нарисовала. Ну, вы можете
обязательно это все простроить. Вот это ближняя часть. Вот она. Соответственно, здесь то же самое. Эллипс мы не видим. Эллипс начинает раскрываться. Какая его ближняя линия? Вот это вот ближняя линия. Вот мы с вами и рисуем. На самом деле это очень важно понять, какая линия у эллипса ближняя, ну, полукруг какой ближний, а какой дальний. Потому что, как мы знаем, по закону перспективного сокращения эллипс не делится на два равных полукружия. Его половинки, они не равны. Поэтому всегда, когда мы рисуем эллипсы, очень важно для себя понять, что ближе от нас, что дальше. Вот так вот. Почему это упражнение называется звездочка? Вы можете от центра нарисовать диагонали и, соответственно, то же самое сделать и простроить эллипсы по диагонали на раскрытие. Здесь как бы все проще. Здесь у нас также смайлики, да? То есть мы строим то же самое, но по диагонали. Вот смайлик, он ушел немножко в бок, но он улыбается. Вверху то же самое, да? Смайлики будут грустить. Вот они. Вот такие основные приемы. Я надеюсь, вам постаралась максимально понятно объяснить. Если вдруг у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте. Это очень важная тема. Мы с вами разобрали теорию. Дальше мы с вами будем практиковаться в рисовании эллипса уже на практике. Начнем с упражнений, с раскрепощения руки, а далее посмотрим на реальных предметах в природе, где встречаются эллипсы. На самом деле через эллипсы можно построить и фигуру человека, и любой объект. Поэтому я считаю, что это знание, это навык, он такой основополагающий. Поэтому, пожалуйста, потратьте время, прорисуйте. Помните, что малая и большая ось у эллипса, да, то есть это две такие вот величины, которые мы замеряем, от которых мы отталкиваемся, они всегда перпендикулярны. Далее, углы у эллипса не может быть углов, то есть никаких абсолютно углов, это обтекаемая форма, то есть она вот такая вот вся полуобтекаемая. Помним, что эллипс находится в перспективном сокращении, то есть это окружность в перспективе, и его половинки не равны. Помним и доводим до автоматизма, какая половинка у эллипса ближе к нам, какая дальше. Соответственно, та, что ближе, мы выделяем больше, та, что дальше, уходит в пространство. Вот. Поэтому, пожалуйста, попрактикуйтесь, сделайте вот такое упражнение полностью на большом листе, звездочка. И если остались вопросы, пишите, задавайте. Удачи!